Исламизация уже активно захватывает Европу, люди это видят, и есть те, кто пытаются решать этот вопрос, призывать, давать людям советы. Давайте разберемся, что происходит в Британии. 16 мая 26 года центральный Лондон, десятки тысяч человек вышли на улицы под флагами Великобритании и Англии на митинг Unite the Kingdom, организованный Томми Робинсоном. Полиция оценила численность в 60 тысяч человек. Это один из самых крупных правых маршей в Британии за последние годы, хотя и заметно меньше, чем в сентябре прошлого года, когда собралось до 150 тысяч. Толпа прошла маршем через центр города и собралась на Парламентской площади, где Робинсон выступил с главной сцены. Главный месседж – остановить исламизацию страны и массовую миграцию, которые, по мнению выступавших, разрушают британскую идентичность и культуру. Прямо если бы это что-то происходило в России, то, наверное, все бы поняли, о чем идет речь, там, или в Украине, то есть вот эти места активно исламизируются, но видите, в Британии тоже что-то подобное начали замечать. Наверное, не просто так рыли коридоры в Польшу из Беларуси, остается предположить. Робинсон прямо заявил, готовы ли вы к битве за Британию, и призвал людей перестать только выходить на улицы, а идти в политику. Вот знаете, что любопытно, ведь этот текст уже просто вот он где-то на поверхности. У меня просто много раз с языка срывался, больше того, Робинсон, он туго доходящий. Я еще, вот когда я прямые эфиры вел, не знаю, лет, 3-4 года назад, может быть, когда люди говорили, Путина мы приводили в пример, о ком говорить, как бы Россия, вот она. И я говорил людям, и все такие, вот Путин, наш президент, а я всегда спрашиваю, вот у вас есть дети, допустим, вот любимый ребенок, у вас в семье, вот есть человек, который вы всегда его приводите в пример, как человек мудрый, умеющий что-то правильно сказать, хитрый, стратегически, например, мыслящий, у вас в семье все дебилы, или есть умные, прекрасные, чудесные люди, обаятельные. Я говорю, вот и представляйте себе, что он баллотируется, и, например, Путин, и сравнивайте, Путин может быть лучше, значит, вы туповатенькая семья, и это нормально. Больше того, я задавал такой вопрос людям, когда с Шатуновым произошла беда, это был очень сильный резонанс, и очень многие отмечали, что он был аполитичен, но в принципе, совершенно невероятно красив душой, человек порядочный, достойный. Я тоже приводил пример. Вот когда говорят о выборах, вы говорите, представляете себе, что вот есть такой человек и есть такой человек. И если я люблю этого, значит, этот в чем-то проигрывает. Это даст вам возможность критически мыслить. Это не значит, что кто-то хороший, плохой. Это выбить себя из стандартов, в которые вас загнали. Что, вот только один, рейтинг Путина упал, поднялся, поднимите его уже, Путину, не знаю, пусть он держит, привяжите к руке, чтобы не падало, не знаю, где он у него, отросток, в каком месте, рейтинг, еще раз, он не имеет значения, пока вы не оцениваете это через сравнение, самым естественным образом. Я вообще не понимаю, что это значит. Я к чему? Я к тому, что он мои слова повторяет. Вот чем мне нравится Британия, то что не пройдет и 3-4 лет, как за мной кто-нибудь да повторит. И мое уважение, что повторяет Британия. Это крутая страна, ребята. Значит, вы Робинсон, значит, давай, но пасаран. Я еще могу что-нибудь предложить, там пройдет 5-10 лет, и вы поймете, это круто. Робинсон прямо заявил, готовы ли вы к битве, и он к людям говорит, вы не будете аполитичны, то есть к чему, то есть вы выбираете каких-то своих лидеров. Призвал людей перестать только выходить на улицы, вышли на улицу, постояли, про рейтинг, вот то же самое. А идти в политику, регистрироваться на выборах, становиться активистами, влиять на результаты выборов, то есть конкретно как-то себя проявлять, своих родственников поддерживать, умненьких, талантливых. Не нужен Робинсон, он до него долго доходит, как до жирафа. То есть вы выбирайте кого-то, у вас в районе же живут, тем более Британия этим славится, там какие-то, не суть, просто в европейских странах бывает, там, как каждый район там, чуть ли не свое издание, СМИ имеет. Я суть в чем? В том, что вы верите, вот у вас в этом районе какой-то, может быть, бюджетный работник, какой-нибудь социальный, там классная женщина, мужчина, проводит работу честно и за вас бьется. Толкайте его в политику. Почему нет? Вы же его знаете, вы же его как облупленного знаете, но это напрашивается. Не просто напрашивается, но и доходит, даже до туго доходящих. На митинге звучали христианские лозунги, например, «Christ is King». Многие несли деревянные, кресты деревянные. Были слышны призывы вернуть в стране, надо нести деревянные либо черенки, либо вилы. Еще тоже годик-другой допрет, наверное. В воздухе витало сильное недовольство правительством Кира Стармера.
Я ощущение, что элита больше не слышит обычаев британцев. Мне такое ощущение, что я читаю свой текст про какого-нибудь очередного чиновника в России. Вот у меня прямо, у вас такого нету? Да, кто на моем канале давно? Мне прямо мне все хочет проверить. Слушайте, может это я какие-то свои, не те заготовки, может, озвучиваю. Но это реально, вот 2 дня назад был митинг. Это был чистый, громкий и очень заметный антимигрантский протест в самом сердце Лондона. Ну, не то, что антимигрантский, я бы так со своей стороны еще, да, вот тут с собой бы поспорил. Ну, я это подбираю, да, искусственный интеллект мне как бы выкладывает от моей задачи, постановки, и что я как раз смотреть. Но он не столько антимигрант, причем мигранты. Мигранты это большая ценность, Канада за ними выездные сессии устраивает, потому что это умы, мозги, таланты. И туда приезжает очень много из Болгарии, они никакие не исламисты. Нет, тут все-таки акцент больше на то, что явно забрасывание под видом, причем очень странно, это очень многие блогеры обращали внимание со своей стороны, на то, что зачастую человек, который оформлял кучу документов, приезжают в некоторые страны, очень жесткая миграционная политика. Оформить что-то в ВНЖ вообще не мечтай. Проезжает табор цыган, как мы в Сирии, и там на улице живут, там пахнут, писают, какают, сидят, и все, и всем раздавали все. И все это вот так вот, это просто какая-то отмашка, и самое главное, что не очень понятно зачем. А уж Германию, если вспомнить, когда, помните, если вот эти потоки были, ну как бы спасать-то людей надо, это естественно. Но ведь совершенно очевидно бросается в глаза, что там только что не по расовому признаку отбирают, вот этим помогаем, а вот этим нет. Ребят мои дорогие, это уже сильно становится заметно. Но в России просто вот, например, очень сильно, и причем очень давно, ну не очень давно, ну примерно 26 лет где-то. Вот, но в Британии-то вы не тупите, да, еще раз, и вот разводите понятия, вот я бы со своей стороны сказал, ну, понятно, что как-то медленно до вас, но в любом случае есть смысл, то есть есть куда расти, есть куда идти. Работы много, и хочется посоветовать ребятам, значит, проводить эту работу. Глядишь, мы где-то, понимаете, намаливаем общие места. Дай бог здоровья и сирийским беженцам, но должна быть конкретно разработана миграционная политика. Они должны адаптироваться, они не должны вливаться в анклавы. Это то, что сейчас в России все уже сильно заметили. Ну и там тоже заметят, хотя, конечно же, хочется пожелать, чтобы не было оснований. Замечать, но эти основания уже, еще раз, я еще блогингом не занимался, Ютуба, я уже смотрел блогеров крупных, которые рассказывали о том, как это набивается, вся эта Европа и Германия и Англия набивается вот этими таборами по углам, уже вонючим этим углам, там уже ходить опасно, не говоря уже о том, что дышать там уже нечем. То есть там никакой культуры и ассимиляции, то есть вообще в принципе рядом не лежало, это даже не планируется. Они приехали, там сидят, положат где-нибудь там Коран какой-то, никто не знает, что это такое, наступит случайно, они потом бьют ногами. Понимаете, вот я так образно выражаюсь, все в одну кучу. Короче говоря, пишите со своей стороны, как вы это видите, вот такая интересная новость доперла до них. Не сама волна исламизации, она уже прет довольно давно. А доперла, что с этим что-то надо делать, потому что добром-то это не закончится. Ладно, как Кипр. Ну, станет Британия там вся в мечетях. Ну, ладно. Да, а вот может что и похуже. Там же, смотря какие радикалы туда прутся. Вот уже Крокус Россия пережила. Что, тоже что хочется, да? Вот я хочется надеяться, что не хочется, потому что мне не хотелось бы это увидеть. Но в любом случае, всем процветания, в любом случае есть всегда разные взгляды, могу я чего-то не знать, но факт тот, что вот люди выходят, поднимают этот вопрос, поднимать его надо со своей стороны, поддерживать уже заодно то, что люди должны высказываться, они должны иметь на это право. А иной раз сейчас выскажешься о вот этих, о беженцах, на тебя просто атаки какие-то. Просто атаки. Раз вот это мейнстрим, раз мы вот этих поддерживаем, то ты не имеешь права против этого говорить. А я, может, считаю, что еще кого-то надо поддержать. А может быть, я считаю, что не так давно в Германии, по-моему, задержали, или во Франции, вот это имя даже не назвали. Он там занимался адскими делами в скам-центре, потом приехал как беженец. Это его жертва случайно узнала. Все по-тихому его убрали, боятся резонанса. Вы не резонанса бойтесь, а закройте границы. Я понимаю, что мне не знать, он в России границы по миллиону в месяц завозит. Да вот так, если бы обращаться в каком-то смысле к жителям Британии. По миллиону в месяц завозит. Там это называется мясная атака. Это когда много людей, а среди них там кого угодно забросить можно. Вы потом охренеете этих ловить некоторых. Нормально должна работать система безопасности населения. Эта система и называется государство. Если у вас проблема, если вот людям приходится уходить, значит у вас государство протухло. Так бывает. Вот. Возраст никого не бережет. Особенно если он скоротечно убежал вместе с мозгом. Образно выражаясь. Всем процветания, всем благ, здоровья и увидимся в следующих новостях.